Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я сегодня хочу вам показать очередной совсем несложный оригинальный узорчик вот из такой блестящей ниточки. Ниточка не совсем тоненькая, да, но тоньше, чем все время я показываю узорчики. И у меня будет крючок сегодня, смотрите, номер 3. О пряже я расскажу вам в конце видео. Вы берете свою пряжу, какая у вас есть, правильно подбираете под свою плотность крючок. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю, она несложная, читабельная, все понятно, все доступно. Кто умеет уже работать со схемками самостоятельно, можете приступать вязать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. Давайте я, например, наберу 3 раппорта. Это получается 36 воздушных петелек и одну дополнительную, итого 37. Вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, в начале все как всегда. Мы делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. Так, теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее, новички. Мы с вами сделаем вспомогательный столбик, вспомогательный ряд, вернее, он будет состоять из столбиков с накидом. Ну, кто уже мастера, специалисты, можете приступать непосредственно к узорчику. Итак, новички, повторяйте. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 это получается столбик с накидом. Накид. Дальше по порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязали точно так же столбик с накидом. Ваша задача вот так вот шагать и в каждую петельку цепочки провязывать столбики с накидом. Почему? Потому что новички, чаще всего путаются в самом начале в воздушных петельках. В столбиках вы уже точно не запутаетесь, правильно? Все, и вот так вот аккуратненько сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Понятно, да? То есть я набрала 37 воздушных петелек, у меня будет 37 столбиков. Все, несложно. Смотрите, вот эти первые 3 петельки, которые мы с вами набрали в самом начале, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 столбиков я уже провязала. Давайте теперь самостоятельно до конца ряда. Несложно, у вас получится. Но в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем к узорчику. Итак, для начала смотрим. Воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку вот этого же первого столбика нырнули, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе, столбик без накида. Есть. Читаем первый столбик. Дальше по порядку в следующую верхушку следующего столбика провязываем точно так же второй столбик без накида, в следующий третий столбик без накида и в следующий четвертый столбик без накида. Вот, 4 столбика. Дальше будьте внимательны. Накид. Теперь мы пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик провязываем столбик с накидом по 2 петельки. Есть. 1 считаем. Накид. Сюда же опять возвращаемся и провязываем точно такой же второй столбик с накидом. Накид. Сюда же провязываем третий столбик с накидом. Сюда же четвертый. Пятый столбик. И шестой столбик. И у нас с вами формируется вот такой вот веерочек. Угу. Несложно. Дальше, смотрите, точно так же пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик провязываем столбик без накида. Есть. Видите, присоединили веерочек. Вот такая картина. Это у нас первый столбик без накида. Дальше по порядку идем по столбикам и считаем. Второй столбик без накида. Следующий, да, столбик. Дальше следующий. Третий столбик без накида. Следующий. Четвертый столбик без накида. Пятый. Шестой и седьмой. Есть.
Вот эти вот первые 4 столбика без накида, да, и вот здесь вот последние 4 столбика без накида, вот это уже повторение нашего раппорта идет. Дальше опять мы сделали 2 столбика, пропустили, накид, и в третий столбик провязываем точно такой же веерочек. Будет состоять из 6 столбиков с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4, сюда же 5 и сюда же 6. Кому быстро, ставьте на паузу, вяжите со своей скоростью. Либо можете поставить все видео у себя в настройках со скоростью чуть пониже. И все. И опять пропускаем 2 столбика, и с третьего начинаем провязывать наши 7 столбиков без накида. Вот эти самые 7 столбиков. Поняли, да? Все. И вот так вот шагайте до конца ряда. Чередуйте веерочки со столбиками без накида. Ничего сложного, ничего сложного. Схемка перед вами. Давайте провязывайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши веерочки, наши столбики. Вот, все ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем наше вязание. Вот после нашего последнего веерочка пропустили 2 столбика и начиная с третьего провязываем столбики без накида. Раз, два, три, и надо четвертый провязать. Смотрим. Тут у нас были 3 петельки подъема, помните, да? В третью петельку аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем последний, 4-й столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Дальше, будьте внимательны. Воздушная петелька, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик без накида. Есть. А теперь смотрите, делаем накид. И сразу же мы переключаемся со всех наших столбиков к веерочку. Первый столбик веерочка. Нырнули за верхушечку, взяли ниточку и вот так вот подтянули, не провязываем. Держим на крючке. Раз. Накид. Точно так же. Нырнули сюда же, в этот же столбик, вытянули ниточку и опять подтянули ниточку, держим на крючке, не провязываем. А вот теперь все вместе провязали за один раз. Раз. Обязательно зафиксируйте, чтобы наши петельки не разбежались. Вот такой вот пышный столбик интересный получается. Воздушная петелька. Дальше, следующий столбик точно так же. Делаем пышный столбик. Накид, ниточку подтянули, накид, нырнули, ниточку подтянули. Все вместе провязали, обязательно зафиксировали, чтобы петельки наши не разбежались. Воздушная петелька. Третий столбик точно так же. Накид, нырнули, вытянули, подтянули. Накид, нырнули, вытянули, подтянули. Теперь все вместе провязали и зафиксировали. Угу. Воздушная петелька. И так делаем с каждым столбиком нашего веерочка. Следующий столбик точно так же. Накид, нырнули, вытянули, подтянули. Накид, нырнули, вытянули, подтянули. 2 раза так делаем. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. У нас уже 4 столбика. Дальше идем 5-й столбик. Точно так же делаем. Раз, два. Провязали, зафиксировали. Воздушная. И последний 6-й. Раз, два. Провязали, зафиксировали. Вот. Был такой вот маленький веерочек, а теперь вот такие вот, смотрите, большие пышные веерочки. Идем дальше. Будьте внимательны. Пропускаем 3 столбика без накида. Раз, два, три, в 4-й. То есть здесь 7 столбиков, получается в самый центральный столбик мы делаем столбик без накида. Угу. Несложно? Несложно. И точно так же повторяйте со вторым веерочком. Опять же берем накид и переключаемся вот на наши веерочки самого первого столбика. Подтягиваем, накид, подтягиваем, провязываем, фиксируем. Воздушная петелька. Подтягиваем, подтягиваем, провязываем, фиксируем. Воздушная петелька. И все. Несложно? Несложно. Вы, конечно, можете сделать не как я делаю, по 2 петельки и 2 накида, да? Вы можете сделать больше. У вас, получается, пышные столбики будут более эффектные. Это красиво, конечно, смотрится. Но пряжи кушает больше. Так что смотрите. Вы можете обязательно попробовать и 3 сделать накида, 3 петельки, и 5 накидов, 5 петелек. Попробуйте. Это будет красиво на самом деле. Вот. Но пряжи кушает много. Так, 6-й получается пышный столбик. И зафиксировали. Видите? Вот. Раз, два, три, 4, 5, 6. Точно так же отсчитываем 4-й столбик. Раз, два, три, 4.
4 столбик, столбик без накида. Все. Шагаем до конца ряда. Понятно? Не сложно? Совсем не сложно. У вас получится. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот, когда вы провязали вот такие вот большие веерочки, как мы заканчиваем наш ряд. Смотрите, после последнего пышного столбика мы пропускаем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И вот самый первый получается, помните, да? Делали воздушную петельку и столбик без накида. Вот сюда ныряем и провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. Сюда же, в верхушку этого же столбика без накида предыдущего ряда, провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. Вместе с 3 петельками подъема получается вроде как 3 столбика с накидом. Дальше смотрите. Вот у нас идет наша арочка между первым и вторыми пышными столбиками. Мы в эту арочку ныряем, провязываем столбик без накида. Теперь мы делаем 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перепрыгиваем все наши арочки, все наши пышные столбики. И вот предпоследний и последний. Вот в эту последнюю арочку мы провязываем столбик без накида. Видите, что по итогу получается? Вот такая вот как бы большая арочка. Поняли, да? Вот. Дальше что мы делаем? Накид. И там, где у нас в предыдущем ряду был вот наш столбик без накида, мы в него провязываем веерочек из 6 столбиков с накидом. 1. Сюда же 2, 3, 4, 5, 6. Поняли? Вот эти 3 столбика, это как бы половинка этого веерочка. Дальше точно так же присоединяемся в первую арочку, столбик без накида. Дальше, смотрите, у нас 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Переключаемся на последнюю арочку и в нее провязываем столбик без накида. Все, и дальше вот так вот продолжаете самостоятельно провязывать до конца ряда. Схемка перед вами несложно, у вас все получится. Давайте, встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, когда вы уже провязали до конца ряда, как мы заканчиваем ряд. Точно так же у нас здесь будет половинка веерочка, как и в начале ряда. Накид. Вот наш столбик без накида предыдущего ряда. В него провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Все. Наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. Сюда же возвращаемся и провязываем столбик с накидом. Дальше воздушная петелька. И смотрите, вот в эти 2 столбика, да, нашего, получается, веерочка, провязываем пышные столбики. Потянули ниточку. 1, 2. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Помните, да? Следующий столбик точно так же. 1, 2. Провязали, зафиксировали. И вот получается наша половинка такая, да, веерочка. Мы присоединяем, смотрите, будьте внимательны. Вот у нас здесь арочка есть, так. Смотрите, в нижнем получается веерочке 1, 2, 3, 4, 5 арочек. Мы, получается, в центральную, в третью, вот так вот захватываем вместе с нашей большой арочкой. Захватываем и провязываем столбик без накида. Поняли? Вот что по итогу у нас получается. Идем дальше. Накид. Переключаемся в следующий веерочек и провязываем пышные столбики. Начиная с самого первого столбика. Потянули. 1, 2. Провязали, зафиксировали. Воздушная. Второй пышный столбик. 1, 2. Провязали, зафиксировали. Воздушная. Третий столбик. Все тоже, точно так же. Воздушная петелька, 4 столбик. Провязали, зафиксировали. Воздушная. 5. Ничего сложного. Провязали, зафиксировали. Воздушная. И 6. Провязали, зафиксировали. И смотрите, опять переключаемся. Вот наша арочка большая предыдущего ряда. И вот наши арочки от большого веерочка.
Наша задача в самую центральную, получается, арочку, вот центральная арочка, вот она, мы провязываем, захватываем ее, провязываем столбик без накида. Поняли? И у нас по итогу вот такая вот картина получается. Угу. Не сложно? Совсем не сложно. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, потому что вы уже знаете, как провязывать эти веерочки. У вас все получится. Давайте, встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, красота наша потихонечку растет. Как мы заканчиваем половинку нашего веерочка вот этого, да? Смотрите, 2 пышных столбика сделали, воздушная петелька, накид. И вот у нас третья петелька подъема предыдущего ряда. Мы в нее провязываем просто 2 столбика с накидом. Раз, два, и все, наш ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика столбик без накида. Есть. Теперь делаем, смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И помните, мы здесь присоединялись вот в последнюю арочку, да? Получается точно так же. Первую арочку пропустили, и вот во вторую арочку между предпоследним и последним пышными столбиками мы провязываем столбик без накида. Есть. Накид. Сюда, вот где наш столбик без накида, мы начинаем провязывать веерочек. 6 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4, 5 и 6. Вот, получился наш веерочек. Смотрите, точно такой же веерочек, как вот в нашем первом ряду нашего узорчика. Поняли? Вот. То есть мы с вами, получается, провязали вертикальный раппорт узора. Он состоит у нас вообще как бы узорчик из 2 рядов, да, веерочек, и потом, получается, идут у нас вот такие вот пышные столбики. Переключаемся дальше опять. Веерочек, пышные столбики. Потом возвращаемся. Веерочек, пышные столбики. То есть вертикальный раппорт, он состоит из 4 рядов. Раз, два, три, четыре. Опять возвращаемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Понятно? Схемка перед вами. Я думаю, что узорчик несложный. Мы вот так вот присоединяемся столбиком без накида. Вот нашу арочку, самую первую. И потом у нас опять будет 7 воздушных петелек, помните, да? Присоединяемся в последнюю арочку. И опять веерочек, столбик без накида, 7 воздушных петелек. Опять же, столбик без накида в последнюю арочку. И опять веерочек. Поняли? Все, обратно возвращайтесь пышными столбиками. Потом смещаете, получается, вязание точно так же в шахматном порядке. И опять начинаете с веерочка, потом пышные столбики. Веерочек, пышные столбики. Я думаю, что несложно. Мы с вами уже все провязали. Давайте самостоятельно увеличим наш образец несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Ну, уже видно, что интересно, оригинально, здорово, необычно. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Вот такие вот интересные оригинальные веерочки. Веерочки с пышными столбиками, еще из блестящей пряжи. Смотрите, узорчик получается двусторонним. То есть вы выбираете сторону, которая вам нравится больше. С этой стороны кажется, как будто более выпуклые, да, пышные столбики. С этой стороны вроде как бы они такие вот гладенькие, да. Выбираете сторону, которая вам нравится больше всего, она у вас будет лицевой. Угу. Итак, из моей пряжи узорчик вот так вот тянется и вот так вот тянется. Из вашей может тянуться больше, может тянуться меньше. Обязательно провязывайте из любой пряжи, не только такой, которую показываю я. Все узорчики универсальны, да. И из любой пряжи, из разной пряжи, один и тот же узорчик смотрится совсем по-разному. Поэтому пробуйте, вяжите. Давайте замерим сегодня мою красоту, моей рукой, моей плотностью вязания, моим крючком. У меня получается, смотрите, 18 сантиметров. Так, вот 18 сантиметров. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14 рядочков. И 15 с новичками мы делали. Давайте до самую верхнюю точку мы провяжем. Ой, посчитаем, да, вернее. Смотрите, 12 сантиметров. Вот. Узорчик интересный, оригинальный. Да, он не сильно быстро растет, но он очень интересный в копилочку ваших узорчиков. Он не новый. Возможно, вы им уже что-то вязали, поэтому... Ну, если вязали, да, то рассказывайте, что вязали, какой пряжи, что у вас получилось, понравился ли вам узорчик и так далее. Ну, из моей пряжи, конечно, это что? Это в первую очередь, наверное, вещи демисезонные зимние. Шарфы, снуды, жилетки, кардиганы, кофточки. Не забывайте, что узор можно поворачивать, да, то есть у вас веерочки могут смотреть вниз. То есть и так можно. Ну, естественно, можно и наверх. То есть как удобно. А летние, получается, ниточки это топики, маечки,
Это, возможно, юбочки на пляж, парео и так далее, и так далее. Да? То есть идей очень-очень много. Я вам хочу показать пряжу, с которой я сегодня вязала. Это у нас, смотрите, ниточки, кому будет интересно. Alize Angora Gold Simli. Итак, моточки по 100 грамм, 100 граммах 500 метров. Здесь получается по составу 75% акрил, 20% это шерсть и 5% металлическая ниточка. За счет нее, видите, блестит такой узорчик. Так, нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Ну, у меня 3 под мою плотность вязания. Да? И смотрите, цвет кому понравился. Цвет называется 168. Но, в принципе, на камеру передается, мне кажется, более серым. Он более нежный, с каким-то даже нежно-нежно-сиреневым таким оттенком. Но на камеру, мне кажется, серый. Вот, пробуйте, экспериментируйте, вяжите. Надеюсь, видео сегодняшнее понравилось. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Ну и спасибо за кнопочку спонсорства, кто ее нажимает. Ну что ж, всем равных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.